30 миллионов за порогом бедности. Это пи***. Где губернаторы? Россия на игле американского кредита. Почему Путин не нажимает на эту кнопку? Необходимо наполнить Россию деньгами. Закладываем это в банки. 100 триллионов рублей. Хватит говорить, что мы не можем. Мы можем. Игорь, Джефф Безос во время пандемии заработал 24 миллиарда долларов. И скоро Безос станет первым в мире триллионером, долларовым триллионером. При этом обычные люди нищают с сумасшедшей скоростью. Что вообще происходит в мире? Дело в том, что текущая система, она так устроена, что богатые становятся богаче, средние становятся беднее, а бедные, они лишаются всего, что имели. В общем, расслоение растет. Вот. И теми темпами, которые это все происходит, ну, в общем-то, скоро 1% людей будет владеть 99% денег. 1 миллиард 300 миллионов людей на Земле живут сейчас за порогом бедности. Это было до короны. После короны количество людей, живущих за порогом бедности, увеличивается на 30%. Более 1,5 миллиарда людей на Земле будут жить за порогом бедности. Ну, считай, это уже произошло, просто еще не отфиксировала статистика. В России 10 миллионов людей жили за порогом бедности до короны. Сейчас мы выйдем из изоляции, и статистика зафиксирует 30 миллионов людей за порогом бедности. Ты понимаешь, это 30 миллионов конкретных людей, судеб, врачей, медсестер. Это пи***. Это никак другим словом не называется. Люди действительно этого достойны? Или люди по-другому хотят жить? Но расслоение увеличивается между богатыми и бедными. Почему так происходит? Почему? Потому что в правительстве заседают люди, которые заинтересованы в увеличении расслоения. Богатые становились богаче, а бедные не умирали с голода. В чем их интерес? Их интерес в том, что, будучи опричниками, то есть помощниками богатых, богатые им хорошо платят. Их интерес, чтобы эта система сохранялась. Но и количество людей, находящихся у власти или у людей, обслуживающих власть, оно минимальное. Это как раз тот самый 1%. Ну хорошо, 1%, который имеет все деньги, еще 10%, которые вокруг него, принеси, подай кофе. Все. Игорь, пару выпусков назад вы сказали, что богатые люди заинтересованы в том, чтобы бедных людей в мире было как можно меньше. Да. Сейчас вы сказали, что во власти люди заинтересованы, чтобы богатые богатели, но при этом бедные беднеют еще сильнее. Поменялась ли стратегия богатых людей и властей? Понимаешь, в этом и есть одна загвоздка. Есть люди, которые любят богатеть, при этом организуя так, что другие тоже богатеют. Ну, то есть это так называется, смотри, good for you and great for me. Хорошо тебе и очень хорошо мне. То есть я очень побогател, а ты тоже побогател. Вот есть люди, кто умеет так делать. Это самая органическая форма, потому что нет никогда выиграл. Но есть люди, которые организуют так, что они выигрывают, а кто-то жестко проигрывает. Это может какое-то время продолжаться, пока те, кто проигрывают, ну, у них есть какие-то сбережения или силы там жить и так далее. Но потом они просто умирают. И играть не с кем становится. Другой вопрос заключается, когда эти богатые или те, кто скапливает это, понимая, что такая игра конечная, придумывают реорганизацию игры, меняют правила, настраивают систему, да, в которой бедные все-таки выходят на какой-то уровень, ну, средний, или что они начинают жить не бедно, то те руководители или правители, или политики, или там, управленцы, они правильные. Они как бы перезапускают игру. Ну и хрен с ним, пускай другие богатеют и становятся очень богатыми. Нас же с тобой сейчас интересует вопрос, как сделать так, чтобы в России не было столько много людей за чертой бедности. Вот что нас интересует. То есть, в принципе, нам по большему счету наплевать, что есть несколько людей очень богатых, сколько-то, подожди.
Наплевать только в случае, если большинство, абсолютное большинство людей при этом не находится за чертой бедности, а, например, находится на среднем уровне достатка. Ну пусть эти будут богаты. Сидите, власть занимаете, там, управляйте, но сделайте так, чтобы мы жили богато. Не можете, уходите, еще раз говорю. Или вас вынесут, еще раз говорю. У нас за 20 лет пока никого не вынесли. И бедные особо не разбогатели за это время. Ты знаешь, во-первых, бедные люди не считают, что они бедные. Мне постоянно приходит куча сообщений, что такого рода. Вот, почему вы считаете нас бедными и так далее. Дело в том, что бедные люди так привыкли к своей бедности, что они не считают, что это бедность. Врачи, учителя получают столько денег, сколько не хватает им просто на существование. 100 тысяч рублей учителям надо платить. 100 тысяч. Не 15 тысяч, 100. Давайте так, я с упреждением считаю, что если бы у них было больше денег, у них бы здравоохранение было лучше для семьи, для детей. Я хотел бы, чтобы люди в нашей стране были богатые. Богатые люди чаще покупают товары технониколь. Богатые люди чаще улыбаются. Богатые люди, ну, у них все лучше. Я бы хотел, чтобы богатых людей стало больше. Для этого надо принять меры. Есть целая программа конкретных мер и действий. Их надо взять и сделать. Проблема в том, что дееспособные люди, которые могут запустить экономику, в которой не будет столько бедных, вот каких людей надо расставить на все управленческие позиции. И хватит говорить, что мы не можем. Мы можем. Но только люди, которые сейчас отвечают за это, они не могут. Их надо поменять. Игорь, поделитесь вашим списком действий для запуска суверенной финансовой системы в России. Чтобы в России не было малокровия денежного, необходимо наполнить Россию деньгами. Но при этом наполнение деньгами традиционно вызывало инфляцию. Почему? Ну, у кого-то появлялись деньги, люди начинали покупать валюту, увеличился импорт, ну, инфляция, это плохо. Мы же тут вот все не экономисты, поэтому давай на ассоциациях. Смотри, представь себе, что в один момент учитель зарабатывает не 15-25 тысяч, а 100. Представь себе, что его расходы также в 3-4 раза выше. То есть, ну, слушай, 100 тысяч, ну, что-то он отложил в банк, 10%, как я в прошлом выпуске говорил, ну, как в резерв. Но другие деньги-то он взял и потратил. То есть он купил продукты у бизнесов, у других самозанятых и так далее. То есть деньги остались в экономике. Представь себе следующее, что в Швеции, в Германии экономика именно так и устроена. Смотри, организатор игры поднимает номинал всех размеров денег, там врач получает 3000 евро, учитель получает 1500, это вообще минимум, евро, 3000 евро. В Швеции такая же ситуация. Но у них расходы на разные вещи выше. Подожди, так окей, все номиналы выше в несколько раз. Дополнительной инфляции нет, ничего нет. Но народ в целом живет, и вся страна более богата. Но при отсутствии денег этого произойти не будет. Поэтому надо завести каким-то образом эти деньги. Берем лесной фонд России. Чтобы ты понимал, количество лесного фонда в России, то есть древесина на корню. Вот древесина стоит, лес, это древесина на корню. Есть такой показатель. Оцениваем и по рыночной ставке, за, например, $10 за куб древесины на корню. Ты знаешь, сколько это денег? Сотни триллионов рублей. Теперь берем весь земельный фонд, поля, также оцениваем. И закладываем это в банки. Центральный банк. И банк центральный против этих конкретных активов имитирует денежку. Выдает денежку. Против этих бумаг. Смотри. Это традиционная схема запуска экономики. Минимально, без увеличения инфляции,
нашей экономики за 2 года, смотрите, за 2 года может получить дополнительные 100 триллионов рублей. Это для начала. Хочется все-таки, чтобы у нас экономика была в 3 раза больше, чем сейчас. Иначе после этой всей пандемии и короны наши 2% российского участия в мировом ВВП превратятся в 1. Советский Союз был 22% мирового ВВП. Ну хорошо, потом некоторые территории от России отделились, нормально. Но ведь сейчас, до короны, ВВП был 2%. 2, не 20. 2. А сейчас после короны будет 1 или 1,5. Слушай, нету других способов запустить рост роли России в мировом ВВП. Нам необходимо отвязаться от избыточной роли американского кредита в размере российской экономики. Почему Россия до сих пор на игле американского кредита? Почему размер российской экономики жестко привязан к американскому кредиту? Почему он привязан к резервам, которые мы набрали, резервам в долларах, которые мы набрали, меняя свою конкретную нефть на их напечатанные бумажки? Почему размер нашей экономики привязан к тому, сколько нефти мы поставили на мировой рынок? Ответ очень простой. Мы подписались играть когда-то в такую игру. Поэтому, когда на Петербургском экономическом форуме одного очень известного профессора, поставьте этот ролик, допетривали, ну что, вот мы же вроде все делаем и так далее. Он в конце концов что сказал? Вы русские, говорит, странные люди. Вы хотите молоко без коровы. Вам нужно молоко без коровы. В настоящий момент руководители России пытаются провести модернизацию, но, к сожалению, в русле своих предшественников, царей и советских руководителей, они пытаются отделить технологии от социополитических систем. Нельзя иметь суверенную финансовую систему, оставляя за базу размер экономики страны, которая определяется количеством отправленного на мировой рынок нефти. Нельзя. А если ты так делаешь, ты обрекаешь свою экономику на дико низкий размер. Более того, в зависимости от финансовой политики штатов, твоя экономика будет постоянно колбаситься, как колосок на ветру. Игорь, вы сейчас предложили заложить леса, поля, недвижимость, земли, все. По сути, заложить Россию. Как вы думаете, почему Путин до сих пор этого не сделал? Дело в том, что Путин много чего сделал. Путин сказал строить трубы. Путин сказал стать энергетической державой. Путин сказал обновить ВПК, и очень многие вещи делают, там ракеты какие-то летают. Слушай, у нас проблема в следующем, что у нас, чтобы что-то произошло, нужен Путин. Где управленцы? Где губернаторы, такие как Савченко в Белгороде? Где экономика растет, где все процветает, где фабрики, где заводы? Ну где? Поэтому дело не в Путине, а дело в том, что в России 10 тысяч людей, управленцев, политиков, администраторов и так далее. А они сегодня не на своих местах. Надо попрощаться с ними, надо их заменить. Вы говорите, что Центральный банк выдаст кредиты под залог леса, недвижимости, земли и так далее. Так это получается, что Центральный банк может завладеть огромным количеством активов в России. Что тогда произойдет? Ну, слушай, ну и пусть забирает. У нас какой выбор-то? Либо мы умрем, или мы станем такими тощими, знаешь, как колючка в Сахаре, и будем находиться в этом состоянии, либо мы будем жить, подчеркиваю, в джунглях, где бананы, где все, но у нас земля, там что-то, леса и там недвижимость будет заложена в банк. Какая разница? Весь мир живет, когда активы заложены в банках. И так мир живет. То есть новые деньги всегда выпускаются против чего-то. Когда деньги выпускаются необеспеченными, это прямой путь к инфляции. Вот некоторые деятели, там, я не знаю, из Советского Союза, знаешь, такие древние, орут там, надо эмиссию делать. Вот эмиссия, не обеспеченная ничем, ну, смотри, она приведет к инфляции, ну, потому что так вот устроено, да.
Выпускаешь, ничем не обеспечен. А тут понятно, смотри, если я получил деньги под залог своих активов, земли, недвижимости и так далее, я не буду тырить эти деньги, ты понимаешь? А если я их получил необеспеченные, то вероятность, что я их стырю, почти 100%. Размер наличности на американском рынке кратно превышает размер активов земли, недвижимости и прочего, которые есть в Америке. Вот и все. То есть американская система научилась производить новые деньги, закладывая и перезакладывая все много раз. Вот и все. Они наполнили себя деньгами. И все говорят, вот Америка, пузырь. Ну подожди, пузырь, в котором куча денег. Пузырь, что? Денег-то много, в результате зарплаты большие, доходы большие, фирмы богатые, мощные. В результате эти богатые, мощные фирмы строят по миру заводы, доминируют, грабят других. Да? И американский пузырь раздувается дальше и дальше. Почему нет? Это же устройство. Почему бы российской экономике также не быть устроенной, а? Еще какие-то вы предложите инструменты для запуска суверенной финансовой системы, кроме дополнительной эмиссии? Все, что необходимо в России, это вбросить дополнительное количество денег, смотри, 100 триллионов, чтобы это не привело к инфляции. Я тебе рассказал механизм. Все остальное в России есть. При этом, конечно же, вот тех вот, у которых не получается, их надо заменить. Потому что если вбросить с ними, то велика вероятность, что бабки опять окажутся на офшорных счетах где-то. Я бы не делал. Кстати, вот она причина, почему, например, Путин не нажимает на эту кнопку. Иногда у меня такое ощущение, что он тоже переживает. Реально, чисто по-человечески переживает, что вот он нажмет кнопку, указ подпишет, что, не знаю, простимулирует кого надо, да, чтобы это было. Бах, простимулирует, 100 триллионов зайдут в экономику и окажутся на Кипре или на каких-то офшорах. Тогда будет йог. Ты представляешь? Раньше украли 30 триллионов рублей, а теперь бах, и теперь 100 оптом украдут. Если он этого боится, в принципе, правильно, что не делает. Игорь, вы сказали, что после пандемии в России бедных людей станет в 3 раза больше. Есть ли реальный риск революции? Нет, революции нет. Этот период самоизоляции показал, что, в общем-то, карантин не объявлен, людям сказали, ну-ка самоизолируйтесь. Они взяли и, в общем-то, самоизолировались. Конечно, хулиганят, нарушают, но, в общем, этот период показал, что население не только на выборы не ходит, не только. Оно по первому требованию выполняет сесть, встать. Это инфантильное общество потребления. Мы, в общем-то, не считаем, что от нас что-то зависит. Трехлетнее исследование Левада-центра показало, что на вопрос, может быть, от вас ничего не зависит, в семье 2% только людей ответили, да, ничего не зависит. 2% в семье. Ну, видишь, почти все считают, что зависит. На вопрос про район уже 20% людей сказали, не зависит ничего. Ну, район вот в городе там как. Про город 45-50% ответили, что ничего не зависит от того, что в городе происходит. А про страну знаешь, сколько сказали? 75% людей убеждены, что то, что происходит в стране, от них не зависит. Поэтому оно и не зависит от них. Они даже не пробуют. А оно зависит? А оно еще как зависит. Как сделаем, так и будет.